Приветствую, уважаемые гости и подписчики канала. Скажите мне, куда бы вы хотели отправиться в отпуск? Скорее всего, в какой-нибудь популярный пляж или город. Однако есть люди, которых хлебом не корми, дай побывать в труднодоступном месте. Согласитесь, побывать на Южном полюсе куда почетнее, чем, например, съездить в Париж. На нашей планете уже нет белых пятен, но тем не менее остается множество укромных уголков, недоступных большинству туристов. И сегодня я расскажу вам о таких местах. Первое труднодоступное место – водопад Анхель. Он также известен как Кирепокупай-Вена, что значит «водопад глубочайшего места». Это самый высокий и непрерывный водопад в мире. Вода падает с ошеломляющей высоты 979 метров над краем горы Аяен-Тепуи. Это место получило свое название в честь Джимми Ангела, летчика США, который первым пролетел над этим водопадом. Это место по-прежнему остается одним из самых труднодоступных на Земле из-за густых джунглей и отсутствия средств передвижения. Для того, чтобы добраться до Анхеля, нужно большое желание и определенные ресурсы. Туристов доставляют к Анхелю по воздуху на легком самолете или по воде на каноэ с мотором. Ну что, отправляемся в следующее место. Это полуостров Кейп-Йорк, Австралия. Австралия известна низкой плотностью населения и нетронутой природной красотой, хотя она и подверглась некоторым природным катаклизмам. Полуостров Кейп-Йорк расположен на северной оконечности материка. Из-за труднодоступности района здесь расположены огромные пространства девственной природы. Население полуострова около 18 тысяч человек, большую часть которого составляют коренные жители. Кейп-Йорк считается крупнейшим участком в мире, который практически не затронула цивилизация. Раз в полгода сезон дождей на полуострове сменяется периодом засух. Именно поэтому здесь можно увидеть как и очень засушливую пустынную местность, так и заболоченности с мангровыми лесами. Значительная часть полуострова покрыта саваннами-редколесьями с высокими травами и эвкалиптовыми зарослями. Природа Кейп-Йорка разнообразна и опасна в то же время. Ведь здесь можно увидеть огромное количество опасных животных, впрочем, как и во всей Австралии. Итак, поехали дальше. Илокор-Тоор-Миут, Гренландия. Площадь Гренландии, крупнейшего острова в мире, 2 130 800 квадратных километров, а численность населения 57 тысяч человек. И это делает Гренландию еще и самым пустынным населенным островом в мире. Самым труднодоступным местом во всей Гренландии является городок Илокор-Таар-Миут. Добраться до него можно самолетом только 2 раза в неделю, вертолетом или на лодке несколько месяцев в году. Численность населения городка Илокор-Таар-Миут 452 человека. Жители зарабатывают на жизнь охотой на белых медведей, китов и палтуса. Илокор-Таар-Миут был основан в 1925 году Инаром Микелсоном и еще 70 поселенцами с корабля «Густав Холм». А мы с вами отправляемся дальше, на остров Сокотра, Йемен. Остров Сокотра – одно из прекраснейших и удивительных мест на планете. Большинство представителей местной флоры и фауны, а то есть все наземные моллюски, обитающие здесь, 90% рептилий и треть растений, эндемики и не встречаются больше ни в одном месте на Земле. Остров входит в состав государства Йемен и расположен на расстоянии 250 километров от Африки и 350 километров от Аравийского полуострова. Огромнейшее биологическое разнообразие и белоснежные пляжи. Вот краткое описание этого чудесного места. Долгое время остров был недоступен для натуралистов, а теперь сюда приезжают исследователи со всех уголков планеты. Остров знаменит своими уникальными экзотическими ландшафтами. На Сокотре произрастают около 800 видов растений. По словам ученых, флора Сокотры – это уникальное наследие древнейших времен. Здесь выжили такие виды, которые уже давно вымерли на материках. Следующее труднодоступное место вы обязаны знать – это гора Эверест. Это самая высокая гора в мире. Она находится в Гималаях, на границе Непала и Китая. Ее высота составляет 8848 метров. Свое официальное название Эверест получил в 1865 году от английского Королевского географического общества. Первое зафиксированное восхождение совершили Эдмунд Хиллари и Тенсинг Норгей 28 мая 1953 года. Вершины горы по сей день достигли более 9000 альпинистов.
но, к сожалению, не каждый из них смог вернуться домой. Эверест не самая опасная гора, но случаи здесь случаются. Ну а мы с вами отправляемся в Чили, на остров Пасхи. Остров Пасхи, или как его называют Рапа-Нуи, принадлежит Чили и считается самым удаленным от континента островом на планете. До побережья Чили 3500 километров. 5 апреля 1722 года голландский путешественник Якоб Роггевен заметил на горизонте остров Рапа-Нуи и назвал его в честь великого праздника Пасхи. На момент открытия острова голландским адмиралом население острова составляло около 3000 человек. После этого события про это место забыли на 50 лет. А в 1770 году остров был аннексирован Испанией. Древняя культура острова Пасхи окутана тайной и очарованием. Самый известный символ острова Пасхи – большие статуи-идолы Маайи, сделанные из камня. Статуи Маайи достигают высоты в 20 метров. Они выполнены в виде головы с торсом. Истуканы Маайи изготавливались в период с 12 по 15 века. После этого периода их изготовление резко прекратилось. Почему прекратилось производство Маайи и куда исчезли люди, населяющие остров, до сих пор остается загадкой. Далее мы отправляемся в Тихий океан, на острова Питкэрн. Острова Питкэрн – это единственные владения Великобритании в Тихом океане. Расположены острова в южной части Тихого океана и граничат с Полинезией. Всего есть 5 островов, и только один из них обитаем. Питкэрн – это самая малонаселенная территория планеты. Население Питкэрна – 49 человек, многие из которых являются потомками знаменитого корабля «Баунти». В 1787 году трехмачтовый торговый корабль «Баунти» вышел в плавание в Таити с целью закупить семена хлебного дерева для плантации Ямайки. В 1789 году на корабле произошел бунт. Флетчер Кристиан захватил власть и изгнал капитана корабля Уильяма Блая. Опасаясь карательной экспедиции, он с другими отступниками и несколькими местными жителями отправился на необитаемые острова. Флетчер со своими товарищами высадились на острове Питкэрн, сожгли корабль и основали колонию. А в настоящее время потомки тех моряков живут за счет сельского хозяйства, рыболовства и продажи весьма редких почтовых марок коллекционерам. Но даже при наличии современного транспорта, это по-прежнему одна из самых изолированных общин в мире. На острове нет взлетно-посадочной площадки, и чтобы добраться туда с материка, нужно плыть на корабле около 10 дней. Следующее труднодоступное место – это поселок Алерт в Канаде. Уникальный поселок Алерт – это самый северный населенный пункт в мире. На территории поселка находится несколько метеорологических и исследовательских станций. Население поселка – около 10 человек. Помимо коренных жителей, здесь проживают 5 метеорологов и около 70 военных. Это место основали в 1950 году. До ближайшего населенного пункта от поселка Алерт более 3500 километров. Климатические условия здесь достаточно суровые. Зимой до минус 34 градусов по Цельсию. Температура выше нуля здесь бывает только в июле и августе. Поселок Алерт привлекателен для любителей экстрима и натуралистов. Летом Алерт очень красив. Следующее место – остров Тристан-да-Кунья, Атлантический океан. Самый удаленный обитаемый остров в мире, Тристан-да-Кунья, находится в Атлантическом океане на расстоянии 3200 километров от побережья Южной Америки и 2700 километров от побережья Южной Африки. Остров Тристан является самым большим и единственным обитаемым островом архипелага Тристан-да-Кунья. Считается, что архипелаг открыл в 1506 году португалец Тристан да Кунья, но при этом он не высаживался на берега островов. Впервые на землю островов вступили французские моряки в 1767 году. С 1815 года острова аннексировала Великобритания. Архипелаг Тристан да Кунья был стратегическим пунктом при путешествии из Европы в Индийский океан, до тех пор, пока не открыли Суэцкий канал. Согласно данным переписи населения 2017 года, население острова 269 человек. Ну и напоследок мы отправимся в Мексику, в пещеру кристаллов. Это гигантская пещера природных кристаллов, в том числе самых крупных из когда-либо найденных. Она расположена по соседству с городом Найтса, Чихуахуа, Мексика.
Обнаружили пещеру шахтеры во время раскопок нового туннеля в 2000 году. Пещера имеет форму подковы. Температура воздуха достигает до 58 градусов Цельсия, а влажность составляет от 90 до 99%. Без надлежащих защитных средств люди способны находиться внутри лишь около 10 минут из-за высокой температуры. Примечательно, что доступ в пещеру обеспечивается благодаря насосной деятельности горнодобывающей компании. Если она прекратится, то пещера вновь погрузится под воду. Вот и все. Надеюсь, вы узнали что-то новое. Если вам понравилось видео, можете помочь каналу. Можете подписаться, оставить комментарий, поставить лайк. Ну и до встречи. Всего доброго.